Друзья, всем привет! Сегодня в нашем обзоре снимается голова Bugera T50 Infinium. Мощность головы 50 Вт, в преампе установлены 4 лампы 12AX7, в мощнике EL34. Усилитель у нас двухканальный, имеется петля эффектов, также есть выход на два раздельных кабинета и присутствует технология Infinium, которая позволяет отследить срок жизни лампы. И индикация вам намекает, что лампы пора менять. И теперь более детально посмотрим на звук. Начнем мы с чистого канала. Тут все, в принципе, элементарно. Трехполосная эквализация и гейн. Ну, в принципе, что самое интересное, это то, насколько влияет гейн на искажение, насколько звук чистый. Итак, ставим минимальное значение, послушаем, что у нас получается. Ну, довольно тихо. И еще добавим. Захлебываться не начинает, фузить тоже. В принципе, звук достаточно чистый получается даже при больших значениях гейна. По-моему, это очень круто. И давайте теперь перейдем к перегруженному каналу, включаем. Но сперва пару деталей расскажу. Тут, в принципе, все то же самое по эквализации. 3 полосы, есть гейн и есть дополнительный бустер, который на звук также влияет. Итак, гейна ставим сначала немного, слушаем. Ну, в такой блюзовый кранч голова тоже может. Я бы не сказал, что сильно такой мягкий по блюзу звук, но что-то типа того. Добавим гейна, послушаем. Ну, в принципе, направленность усилителя уже слышно хорошо. Гейна добавляем, слушаем. Плотняк. И теперь бустером еще. Ну, уже начинает захлебываться. Это, конечно, звук уже больше для... Для соло, вот чего-то такого. И дополнительного внимания заслуживает ручка Tone Cut, которая изменяет тембр. Такой интеллектуальный эквалайзер. Давайте послушаем, как оно влияет на звук. Ну, как видите, звук меняется от глухого к такому совсем уж открытому и колючему. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием реверб. Давайте послушаем, как он звучит. И на максимум. Ну,
Прям такого длинного эмбиента он, конечно, не дает, но для околоблюзовых фраз очень круто звучит. И еще одна очень важная деталь — это наличие у усилителя выхода с эмуляцией. Кстати, тут есть два варианта переключения кабинета: 1 на 12 и 4 на 12. Сейчас у нас 1 на 12 включен. Переключаем. Что у нас получается в итоге? Два раздельных канала. Кстати говоря, в комплекте идет еще футсвич, который позволяет эти каналы переключать. Ну, футсвич — это круто всегда. По поводу звука как такового. Чистый канал тут совсем чистый, он ни разу не перегружает. Лично для меня это плюс. Мне нравится, когда чистый канал, но в силке вот такой, не кранчевый. Подойдет ли это вам, но опять же, дело лично ваше. По поводу перегруза. Ну, тут история такая специфическая. На мой взгляд, усилитель хорошо подойдет для стоунера, вот каких-то таких тем с достаточно фузящим звуком. То есть для получения супер какого-то читаемого тона потребуется очень долгие пляски с грелками устраивать, но я думаю, получится. В принципе, в миксе у нас звук не сильно мыльный-то и вышел. По-моему, неплохо. Ну и, опять же, ревер есть, что позволит вам немножко сэкономить на педалях. Ну и не забывайте поставить лайк, подписаться, написать комментарий, нажать на колокольчик, зайти в группу ВКонтакте и в Инстаграм. Всем пока, а я поехал домой. Последний курс все испортил. А с игры нельзя, да, подписать будет? Можно с игры, наверное, Ну, Леша придется через прямую склейку. Давай заклеить. заново. Ты там так много ничего особо не сказал. Сделай потише, что ли, или как-то помягче, давай. Ну, могу волюм прибрать. Мягче надо, Алексей, мягче.